Азербайджанский агитпроп вбросил очередную сенсацию, настолько примитивную и абсурдную, что ее невозможно комментировать более-менее серьезно, тем более опровергать чушь, источником которой являются якобы оказавшиеся у них достоверные данные. Я специально не буду упоминать, о каком именно ресурсе идет речь, и уж тем более не собираюсь его показывать или рекламировать на своем канале. Мне этого только не хватало. Но те, кто следит за новостями, точно поймут, о ком речь. Один из главных пропагандистских ресурсов Азербайджана, действующий под руководством помощника президента Хикмета Гаджиева, опубликовал материал о неких договоренностях между Ереваном и НАТО, составленный всплошь из ложных утверждений, направленных на создание агрессивного имиджа Армении. В связи с этим ниже приведем подходы и позицию Республики Армения по обвинениям, нашедшим место в этой оскверняющей ее образ статье. Как сказал бы классик, где вы и где достоверные данные? Тем не менее, с научной точки зрения стоит ознакомить наших подписчиков с продуктом всплеска творческой мысли титанов азербайджанского агитпропа. Итак, оказывается, согласно их достоверным данным, в ходе переговоров между Арменией и НАТО озвучены планы и достигнуты конкретные договоренности. Армения планирует начать с Азербайджаном быструю победоносную войну с целью затем обменять эти территории на так называемые оккупированные территории Армении. Трудно охарактеризовать данный тезис иначе, чем идиотизм. Быструю победоносную войну? Автор этого мема не учел возможности того, что у любого трезвомыслящего человека возникнет вопрос. А что, если Азербайджан не согласится на быструю победоносную войну Армении и предпочтет ей медленную и продолжительную? Ни в НАТО, ни в Армении не хватило мозгов это учесть, и вы прокололи нашу совместную секретную операцию? Если кто-то сможет охарактеризовать по-другому заявление о том, что Армения, уступающая Азербайджану как по вооружению, так и по закупкам вооружения, планирует напасть на Азербайджан и закончить войну тогда, когда захочет, то мы готовы выслушать оппонента и поставить диагноз. Не можем не отметить, что данный маразм сильно напоминает шедевр от известного нам и дорогого им товарища, звучащий как «А я вам сейчас покажу, откуда на нас готовилось нападение». Что ни говори, но чувствуется, что создавшие оба маразма специалисты ковались в одной школе. Армения хочет стать новым южным флангом НАТО и соответствующие идиотизму выводы. Вы перед вбросом этого маразма не советовались со старым южным флангом НАТО, с которым вы один народ, два государства. Потому что если бы посоветовались, они бы вам сообщили, что в НАТО такие решения принимаются только консенсусом, в том числе с учетом их голоса, поэтому не стоит позориться вбросами подобной чуши в качестве достоверных данных. Армения намерена поддержать революцию в Грузии. По полученным данным, армянские спецслужбы готовят провокации с использованием агентурной сети и так далее. Армения не имеет информации о том, что в Грузии готовится революция, и политические процессы в Грузии не касаются Армении. Но Армения располагает достоверной информацией о том, что российско-азербайджанский тандем периодически планирует госперевороты в Армении. Логично предположить, что если Азербайджан в курсе того, что в Грузии планируется переворот, значит, является одним из спонсоров, в том числе этой попытки переворота. Забавно, конечно, читать маразматические сенсации, публикуемые азербайджанским агитпропом, притом жирным шрифтом. Забавно, но кажется нам, что они имеют соавторов и создаются после определенных общений, например, этот с Нарышкиным. Отвечаю на очередную статью азербайджанского СМИ. «Учите грабли, скоро пригодятся снова». Ознакомился с шедевром азербайджанской пропаганды, где нам любезно напомнили о харизматичности и успехах Алиева. Спасибо, повеселили. Но давайте разберем этот набор штампов по пунктам, чтобы хотя бы на минутку вернуться в реальность. Первое. Рост страны во всех сферах. Это что про рост цен, безработицы и коррупции? Или все-таки речь о новых виллах на побережье для местной элиты? Если экономика так процветает, почему тогда полстраны ищет работу за границей, а нефтедоллары растворяются быстрее, чем песок в Каспийском море? Второе. Укрепление международного авторитета. Да, конечно. Видимо, на авторитете основаны санкции ЕС против членов семьи Алиева и публикации о коррупционных схемах азербайджанского ландромата. Ах да,
И не забудем про этническую чистку и гуманитарную катастрофу в Карабахе. Это ли успех и международное признание? Гоняться за фальшивыми символами побед, когда на тебе висит геноцид, вряд ли путь к авторитету. Третье. Армянское общество завидует. Серьезно, чему именно? Политической монархии, которая уже 20 лет не выпускает страну из объятий семейного клана? Или постоянному страху перед собственным народом, который, как только соберется на площади, тут же встречает ОМОН и слезотачивый газ? Четвертое. Троллинг – это беспомощность. Ну, тут все ясно. У кого болит, тот о том и говорит. Если сарказм и юмор – это наше оружие, то противостоять ему пропаганда точно не способна. И да, если в Баку посчитали армянские статьи троллингом, значит, они попали точно в цель. Пятое. Мечты о сильном лидере в Армении. А как вам идея, что сильный лидер – это тот, кто уважает собственный народ и не боится честных выборов? Но мы понимаем, что такая концепция вам не знакома. Что ж, может, однажды придет время, и азербайджанцы тоже поймут, что демократия – это не слабость, а сила. И последнее. Прежде чем писать о граблях, посмотрите, чтобы сами на них не наступили. А то, судя по словам вашего же посла в Анкаре, без Турции Азербайджан не может существовать. Так что пока в Баку гордятся успехами, не забудьте поблагодарить старших товарищей. Ведь грабли на том и славятся, что ударяют внезапно, особенно когда идешь без собственной опоры. Известны некоторые детали общения лидеров Армении и Азербайджана в Москве. Пашинян предложил Алиеву встречу, чтобы подписать мирный договор до проведения КОП-29 в Баку. Как сообщил глава парламентской комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян, Ереван предложил Баку двусторонние контакты сначала на уровне глав МИД, чтобы утвердить одну-две несогласованные статьи мирного договора, а затем лидеров двух стран. Насколько мне известно, во время неформальных контактов, состоявшихся в Москве 7-8 октября, Пашинян предложил Алиеву провести двустороннюю встречу. «Честно говоря, я не в курсе реакции Азербайджана», отметил глава комиссии. КОП-29, саммит ООН по изменению климата, будет проведен в Азербайджане с 11 по 22 ноября 2024 года. На фоне перманентного попирания международных норм и прав со стороны Азербайджана и его негативного поведения в сфере экологии проведение подобного саммита в Баку вызвало большую волну критики в разных странах. Известный иранский эксперт по вопросам Кавказа Ахмад Каземи недавно опубликовал статью под заголовком «Почему Баку недостоин принимать КОП-29», где ясно указал, почему не надо было проводить данный саммит в Баку. Эксперт прежде всего подчеркнул, что климатический саммит проводится в тех странах, которые имеют важную роль и серьезный прогресс в деле охраны окружающей среды, а Азербайджан, наоборот, в этом смысле имеет негативную репутацию и плохой опыт. В качестве первого фактора Каземи отметил то обстоятельство, что больше всех Каспийское море загрязняет Азербайджан. Эксперт заметил, что в результате азербайджанской нефтедобычи флора и фауна Каспия подвергаются опасности, а нефтяные загрязнения доходят до иранских берегов Каспия. Постскриптум. От себя добавлю, что не могу понять, как можно было разрешить провести КОП-29 в стране, которая является крупным производителем нефти и газа, и, что еще хуже, эта страна вовсе не собирается сокращать добычу. Это вопросы, на которые у меня есть ответы, но сейчас не буду их обсуждать. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и нашего региона.